Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробный обзор с человеческим лицом и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием Vivo Y100 или Y100, неважно, как я буду это называть. Почему? Потому что это чудо в каком-то смысле является прототипом, в моем понимании, эконом-класса на AMOLED. Что это значит? Это значит, что до $200 вы получаете 120 Гц экрана с 8 сотнями люксов в максимальной яркости. Это практически Poco F5 Pro, притом, который не сбрасывается во время игры в Твиче, в PUBG в течение часа. Я его уже тестировал, уже прогонял одним кадром на лайв-канале. И смарт как концепт, в моем понимании, интересный, потому что мы уже приходим к моменту, когда у нас тонкий, классный, дешевый смартфон с неплохим экраном. Да, в определенных условиях у него большой шим, но в большинстве сценариев использования его не будет. И он у нас от Vivo. Понятно, что на нашем рынке, скорее всего, если он появится, он будет стоить просто космических денег. Понятно, что дизайн, я, как и вы, допустим, большинство из вас, буду считать довольно экономным. С другой стороны, специально у меня X100 блямба. И нас убедили, что вот это нормально. А может быть, вот это все-таки нормально, когда нет у тебя лишних дырок. В целом, к плюсам данного смарта сразу отнесу то, что здесь у нас, повторяюсь, AMOLED-экран с хорошей яркостью, очень хорошая оптимизация работы, неплохие фотографии на основной модуль, съемка, к сожалению, только в 1080p 60 fps, но я очень часто повторяю, что даже если вы в смартфоне видите 4К 30 fps максимальная съемка для основного модуля, то помните, что все равно, скорее всего, вы будете снимать в 1080p 60 fps, так как плавность небо и земля по сравнению с 30. И 4К 30 FPS по большому счету можно использовать только на штативе. Опять же, это мой взгляд. Понятно, вы можете написать, что можно и ночью. Но это все, как говорится, лирика. В целом, этот смарт все тесты прошел более чем достойно. Недостатков у него, разумеется, тоже хватает. Но для общего развития я уверен, что он для нас с вами будет интересен. Почему? Потому что я напоминаю, что каналу у меня 6 лет. Последние 3 года я очень много покупаю разных смартфонов. И когда про Realme Q серию никто не говорил, ее, кстати, так и не стали продавать в Российской Федерации, я ее покупал, рассказывал, и существует просто бешеное количество счастливых пользователей. Смартфоны с хорошими характеристиками за копейки. В прямом смысле. Сейчас за копейки не скажешь, потому что курс доллара космос. Но вот это уже вариант, при котором вы покупаете смартфон с классным экраном, дешево, в долларовом эквиваленте. Смотрим. Распаковка. Поставляется эта модель в белой упаковке из плотного картона. Выглядит она, скажем так, экономно. Упаковка ничем не примечательна. На ней есть, разумеется, название и краткие характеристики у модели. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой. А-ля фобка у защитной пленки неплохая, но царапается сама пленка очень быстро. Чехол, краткое руководство, блок питания на 44 Вт с китайской вилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес устройства 184 грамма. Габариты привычные 165 на 75 на 7,6 мм без блока камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого мы пытаемся еще разыграть iPhone 15. По ссылке в описании есть ролик, на который нам надо набить 5000 лайков, и будем разыгрывать на Новый год. Подписывайтесь с колоколом. Всем заранее огромное спасибо за просмотр. Перейдем же к смартфону. Приобрести этот девайс можно в черной, голубой и зеленой расцветке. Дизайн смартфона очень сильно напоминает дизайн Vivo iQOO Z8X и Z8, обзоры на которые были уже на канале, и там единственное был у нас IPS-экран, а не AMOLED. По мне, смарт выглядит слегка дешево. Рамка выполнена из пластика с глянцевым покрытием. Сборка смартфона неплохая, плюс есть защита стандарта IP54. Мелкого дождика смарт, по идее, не боится. В руке смартфон лежит комфортно, одной рукой пользоваться смартфоном можно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG, микрофоны, а вот мини-джека и К-порта не завезли, за что отдельный минус. Далее есть один основной динамик и один разговорный. Звук в данной модели, к сожалению, моно. Качество звука для моно хорошее, но кастомного эквалайзера нет. Также можно выбрать предустановки для определенного сценария использования. Вибромотор в Y100 тактильно не совсем плохой, но максимально дешевый. Плюс он слабенький. Список поддерживаемых аудиокодеков вы можете наблюдать на экране, их немного, но основные на борту.
видел. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран изогнутый, рамки минимальные, плюс за то, что фронтальная камера находится в круглом вырезе, а не в капле. Соотношение экрана к корпусу 93,3%, соотношение сторон 20 к 9, экран поддерживает 1,7 миллиарда цветов, контрастность 8 миллионов к 1. Цветовая гамма 100% DCI-P3 и 105% NTSC. Плотность пикселей 388 ppi, частота обновления экрана максимум 120 Гц, режим автоматической регулировки частоты имеется, пиковая яркость 1300 нит, а люксометр выдает почти 800 люксов. При прямом попадании света на экран пользоваться смартфоном можно без проблем. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат. Экран неплохо откликается на 10 касаний одновременно, Always on Display на борту. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лиц, а также стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но долго. Распознавание лица отрабатывает очень быстро. Зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев и до 2 данных распознавания лиц. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 695 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц. Графический процессор стандартным обвесом Adreno 619. Это все неплохо, не хорошо, просто такой вот среднячок, без запаса. Интерфейс Origin OS 3 на базе Android 13 версии, разумеется, будут обновления. Google сервисы, разумеется, на борту, как и русский язык, что очень даже хорошо. Притом перевод неплохой. Оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 гигабайт, 256 гигабайт или 512 гигабайт. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, поддержка 5G сетей. Для 4G 7 и 20 бенд отсутствуют в данном экземпляре. Он не глобальной версии, поэтому это неудивительно. Так что в маленьких городах ловить он будет плохо. Слот под 2 нано-сим-карты, поддержки eSIM китайской версии не будет. Связь смартфона в больших городах ловит хорошо, в остальных случаях у вас будут проблемы. Запись разговора на борту без уведомления собеседника о начале записи. Bluetooth версии 5.1 старенький, но рабочий и хороший. NFC смартфон не поддерживает, за что еще один отдельный минус. Из навигационных систем используются GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 14 минут. Work Performance 8710 баллов. Притом отмечаю, что это все было на максимальной герцовке у экрана. И очень круто, что за эти деньги здесь реально 120 Гц экрана. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 44 Вт, беспроводной зарядки нет. Родной зарядка у меня он с нуля за 17 минут заряжался на 25%, за 36 минут на 53%, а для того, чтобы зарядить его на 100%, понадобилось 53 минуты. То есть от нуля до сотки 53 минуты, по мне, это довольно неплохо. MHL подключение смартфон не поддерживает. За час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости у меня улетает в среднем 3-4% заряда. В играх с одновременным стримингом на Твиче за 1 час уходит в среднем 16-17%. Пример уже можете посмотреть на лайв-канале. Смартфон прошел тест хорошо, он не перегревался, яркость не сбрасывал во время игры. Оптимизация по мне отличная. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест вы видите на экране. В принципе, все неплохо. В Geekbench 6 в синглкоре 900, в мультикоре 2168, GPU Score 1394. Сколько он выдал в 3D-марковских прогонах, вы тоже видите на экране. И стабильность здесь прямо на супер-мега уровне. В Antutu выдал довольно скромный результат в 462 тысячи попугаев. Запас есть, но не сказал бы, что он большой. Storage тест показал ультра скромные 38 тысяч. 45-минутный стресс-тест смартфон прошел странный, к сожалению, не лучшим образом. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор OmniVision OV64B на 64 мегапикселя с апертурой 1.79, оптическая стабилизация, а также есть затычка на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Запись видео на основной модуль доступна в 1080p 60 fps и ниже. Цифровая стабилизация также на борту. Фронтальный сенсор S5K4H7 на 8 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. На борту есть режим микрофильмы, бьюти-режим, ночной режим, режим луна, портретный режим и не только. Короткие примеры вы сейчас увидите. И напоминаю, что исходники фото и видео в моей личной телеге по ссылке в описании, где мы как раз все и обсуждаем. Первое видео на это Vivo, и тупил он жестко, но опять же только обновил прошивку. Главное, сейчас снимает, на ультрашире, конечно же, не переключиться, потому что его здесь нет. Вот так увеличение максимум X6, будем портить X7. Как говорится, будем портить ролик, чтобы он никому не рекомендовался и никто не знал об этом, чтобы все покупали. И фронталка в 1080p 30 fps уже не кажется убогой, правда, по сравнению с основной моделью. Так,
Не устаю я продолжать техноблогинг с фудблогингом мешать. Вот так вы сможете в 1080p 60 fps снимать. Мне не нравится стабилизация, но если вы приостановитесь, допустим, вот так сняли, и вроде бы так и ничего, и не особо даже разницу видишь между 4К и 1080p. Но вот стаб прям хоть на штатив ставь, чтобы красиво снять. 1080p 60 fps. Вот так вы сможете снимать кота со всех сторон. Кстати, хорошо снимают. 1080p 30 fps, съемка с одной руки. Вот так вы сможете примерно снимать ночью. Одни шумы, разумеется, лучше этого не делать, но снимать он может. И 1080p 60 fps, те же условия, ночь, съемка с двух рук. Я не скажу, что съемка прям совсем ужасна, но понятно, что на уровне, не знаю, смартфона за 1000. За какой 1000? За долларов так 180. 1080p 60 fps, все всегда спрашивают, а как будет при дискотеке снимать смарт? Вот так. Хватит 10 секунд для 9. Фронталка 1080p 30 fps, съемка с одной руки. Смарт в чехле, не знаю, как отрабатывает микрофон, но я не думаю, что он отрабатывает плохо. Вот так вы сможете себя снимать, и я вам скажу, что откровенно очень сильно похоже на то, что я недавно снимал на Xiaomi 14 Pro, и я бы даже, кстати, поспорил, кто лучше снимает, хотя у Xiaomi 14 Pro на фронталке а-ля 4К 60 fps, но задний фон был еще более, скажем так, убогим, и я не скажу, что со стабилизацией у фронталки у нее было лучше. В общем, возможно, это обман зрения, и вполне возможно, когда я скину все это дело потом на компьютер, будет расколбас вместо стабилизации у этой картинки. Но у меня есть смутное ощущение, что все будет хорошо. А если будет хорошо, это свидетельствует о том, что даже относительный средний бюджет может снимать неплохо, пусть и в довольно скромном разрешении. На основе уже можно снимать в 1080p 60 fps. Если говорить про качество съемки, то оно очень даже приличное. Возможно, буду делать обзор одним кадром на этот смартфон, пока я не уверен. Но чтобы увидели разницу, допустим, если вы решите на основной модуль снимать себя, то вот так это все будет выглядеть довольно-таки, я бы сказал, неплохо. Смотри. Вот. И многие так и делают, кстати. Опять же, это не в телефонах от Samsung, допустим, или Яблоко, у них фронталки шикарные. Здесь немного все поскромнее, то есть желательно снимать на основном модуле, если вы хотите картинку получше. Вот так. И как отрабатывают микрофоны, кстати, тоже сейчас будет более чем наглядный пример, потому что ветер в целом вот так вы сможете снимать. Какая-то рваная чуть-чуть сейчас была картинка. По поводу иксов, вот они иксы. Восемь, 10. 1080p 60 fps, продолжение фудблогинга, такого домашнего. И вот так сможете есть и снимать на этот смарт. 4К 60 fps и рыбки. Рыбки, что-то мне кажется, им мало кислорода, поэтому они не особо двигаются. Вот так. X6, X10 и X10 на зелень. Такое себе, конечно. Хотя ничего, такой X10 даже. Напоминаю чем-то фильма с кассет. Примерно такое же качество было. Да, рыбкам плохо. Немного растений в 1080p 60 fps. Чтобы все понимали, что эти 1080p 60 fps не такие же, как у остальных. И по большому счету, да, автофокус все равно слегка хромает. Хотя не вижу, чтобы камера прям дышала. И в целом больших претензий нет. Мне пришла модная кофеварка, и сейчас сможем в примере уже снимать, как кофе варится. Так, вот так выглядит гейзерная радость. Проверю как раз фейк, не фейк по вкусу. Хотя есть ощущение, что, конечно, не арик.
кто разбирается, напишите, может быть, какие-то маркеры. Вы видите, как должен выглядеть оригинал в этой гейзерной кофеварке. Как говорится, понеслась. Надо выключать и закрывать. И снимать. Сколько лет я это не делал. Но вот так вы сможете данный процесс снимать на камеру у Vivo. Вот эта еда называется сутки. Если кого-то бесит то, что я снимаю фуд штуки, то напишите мне, я перестану в таких объемах. Мне нравится, потому что выглядит прям классно на экране эти штуковины. Ну вот сейчас уже съемка в 1080p 60 fps. С одной руки движение, стараюсь недалеко отрицать уже, что-то там разговаривать, уже смотрел, как отрабатывают микрофоны в Твиче, я их уже гонял его, но пока еще не гонял в обзоре одним кадром. Сегодня не буду гонять, завтра, наверное, прогоню. И из веселого вот так примерно вы сможете снимать в движении. Особо не подвигаешься, потому что большой трафик, вечер, самый пик. Но хоть что-то вы увидели. 1080p 60 fps и съемка с одной руки. Понятно, что использовать данное устройство для ночной съемки такое себе, но с другой стороны, а почему нет? А самое приятное спрятано, это, разумеется, всякий там режим двойной съемки и подобное. Но для такой стоимости, наверное, 500 тысяч раз за обзор скажу, смарт очень достойный. Ну что, давайте будем откровенно. Мало примеров видео не бывает. Почему? Потому что половина стоимости устройства, ну как минимум 40% в подобных класса устройствах, это стоимость сенсоров, оптимизации видео, вот этих всяких в программном смысле процессов. Да и процессов нагружает, мне кажется, больше всего обработка как раз видео, которое вы сейчас видите, что записывается. Не конкретно этого, а вообще. Сейчас мы проверим. Нет, нельзя квадратик двигать, к сожалению. Но Vivo молодцы. Вот после теста игрового я прям скажу, что 17% PUBG без всяких там лютых провисаний с твичом в 1080p. Притом он сам выбрал. То есть, чтобы вы понимали, ни одного смартфона я не помню из тех же Самсов, кто бы такой. Я в 1080p буду 30 FPS стримить PUBG. И PUBG не лагал. Со слабонервным не смотреть ночь. Съемка еды. 1080p 60 fps. Видите, как шумов много ночью. Но автофокус, к слову, работает довольно плавно. 1080p 60 fps. Шумов море. Но в целом можно снимать 1080p 60 fps, и вот так вы сможете снимать еду. Для кого? Для соседей. О, запотела камера как раз от того, что здесь, разумеется, пар идет, вы видите. Вообще классно снимает Vivo, классно. Кому не нужно 4К, 1080p 60 fps очень достойно. Тем более я считаю, что, допустим, либо у тебя 4К 60 fps, либо у тебя 1080p 60 fps. В 4К 30 fps может ночью на штативе нормально снимать. Плюс можно вот так включать, разумеется, подсветку. Минусы: нет NFC-модуля, нет 7 и 20 бенда, звучание моно, нет стерео, и выглядит он по мне слегка дешево. К плюсам я отнесу цену, можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Помните, что экран здесь просто шикарный за эти деньги, как многие говорили. О, ничего себе, какие экраны, допустим, в третьем эшелоне за 15-16 тысяч. Вот этот смартфон я покупал конкретно за 19. Понятно, что сейчас курс скакнул, но и то, что стоило 15 у третьего эшелона, сейчас стоит примерно так же. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, особенно в период распродаж, плюс я там делаю опросы из того, что мне стоит купить для обзора, что вам интересно. И телеграм-канал взаимопомощи. Там вы сможете по ТЗ описать устройство, которое вам хочется купить, и вам посоветуют, стоит его покупать или нет. Плюс мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем новинки в режиме реального времени еще до обзоров. И резюмировать я хочу так. Смотрите, у меня язык не повернется сказать идти покупать это устройство, потому что оно уже дороже 20 тысяч рублей. Когда оно стоило 19, я мог бы об этом сказать, но особо отмечаю два прискорбных факта про него. Первый — это
Напоминаю, что здесь нет 7 и 20 бенда, для многих это будет актуально. И второй момент, здесь нет NFC. Понятно, что кто-то напишет, что он и не нужен, и большинство платит QR-кодом. Я, допустим, везде плачу QR-кодом уже давно. Он реально быстрый, у него реально допилена оболочка по полной программе, у него по-настоящему хорошие фотографии. И чтобы понимать, что подобное устройство с таким экраном можно купить за ценник ниже $200, мне кажется, для ознакомления неплохо. По поводу урезания всего и вся, я повторяю, что даже в среднем бюджете мы часто встречаем 4К 30 FPS только на основной модуль. Здесь 1080p 60 FPS, но они хорошо выглядят. Здесь неплохие фотографии, здесь очень шустрая и приятная оболочка. Зарядка довольно быстрая для устройства эконом-класса. Либо это, да, дорогой эконом, либо это неплохой такой средний бюджет. Мы уже потихоньку начали привыкать к доллару в сотку, да, а не в 75. И когда-то бы это устройство, как iQOO 3 какой-нибудь Pro или iQOO 5 Pro, стоил бы 14,5. Можно было бы сильно радоваться. Сейчас, когда это 20, радуешься уже намного меньше. Но 12 гектар оперативы в моей версии, еще 512 внутренней, это все-таки эконом-классом не назовешь, согласитесь. Девайсу от меня, как самому устройству, за один только экран за эти деньги однозначно бесконечно да, хотя шим на 30% здесь довольно приличный, но опять же не самсунговский, не 100 с копейками. Пишите в комментах, покупать ли мне такие еще странные устройства, потому что их достаточно, но вот этот прям расхайпован хорошо и очень хорошо покупается в Китае и вообще в целом в Азии, поэтому мне было интересно его приобрести. Подписывайтесь на канал с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, плюс у меня открылся еще телеграм-канал резервный с советами по покупкам на Алиэкспрессе и на других платформах и с моим опытом, почему у меня негативное к чему-то отношение, почему позитивное. И вот это, по мне, зачаток того, что будет потом. Потом будут смарты по $200 с классным экраном, оптимизированным, хорошим средняком, процессором. Зачем мне фолды всякие, флипы, не знаю, или устройства по $800, если они не могут стримить в 1080p 30 FPS, PUBG, без фризов и сброса яркости. А что-то от Vivo за $200 может. Вот и все. Добра и удачи вам, дорогие друзья.